Друзья, приветствую всех, с вами Сэр Холмс, продолжаем Morrowind, Tamriel Rebuild, нахожусь в святилище Азуры на континенте, и моя задачка расследовать, почему ординаторы завалили всех пилигримов. Их трупы я уже обыскал, нашел записку, что нужен ключ, да, я помню. В общем, записку, что нужно тут всех замочить, что якобы они здесь практикуют нехорошие вещи. Но по сути они все безобидные, просто почитатели Азуры. Вот я не помню, говорил ли я с вот этим призраком. Вот, но как бы то ни было, повторюсь, что она тут ничего конкретного не говорит. Вот что пришли тут с намерением убить нас эти ребята, но леди Азура обернула их пеплом, прежде чем они нанесли какой-то вред. Да, именно так. Вот, хранительница этого святилища, которое мы могли вот видеть в начале видео, она посоветовала как раз поговорить с местными, с этими пилигримами, с их призраками, да, неупокоенными. Вот. И, собственно, это я собирался на вот эту серию следующую отложить. Этим мы займемся вначале. Вот, но мне надо найти сначала хоть кого-нибудь еще тут из них. Это у нас прибежище рассвета, да? Так, расскажи мне, пожалуйста, про боевых ординаторов из Алмастира. Он то же самое говорит. Кончился ночной глаз у меня. Зелья магии, кстати, кончаются тоже. Пока у меня... Кстати, а что я еще могу такого кастовать? Ну-ка. Нет. В общем, самое качественное зелье восстановления маны восстанавливает больше маны, чем у меня максимум, поэтому я стараюсь что-нибудь еще скастовать хотя бы пока эффект восстановления действует. То есть в этом святилище всего 2 NPC. В другое мы не попадем раньше 5 вечера. Там святилище заката, но есть вот еще вот эти холлы. Здесь тоже гуляют у нас призраки пилигримов. Пораспрашиваю. Так. Не заблудиться бы еще. Мне еще подсказали, что мне имеет смысл тщательнее все изучить в этой местности, чтобы не пропустить то, что здесь сокрыто. Я не знаю, имелось ли в виду само святилище, либо же грот, через который я в него попал. Подозреваю, что скорее второе, но здесь я бы тоже осмотрелся. Отвечает то же самое. Вот, при этом по журналу, если смотреть, последняя запись по этому квесту, что... О, зелье перышка. Последняя запись, что надо осмотреть тела ординаторов, но на них я ничего не нашел, кроме той записки. Больше журнал не обновлялся. Ну ладно, давайте взглянем еще раз на нее. Повреждена огнем, но что-то еще можно прочитать. Так, видел собственными глазами. Святилище ведьмы. Ересь. Против трибунала, против храма. Плохие практики, жертвоприношения. Почитают плохих Деэдра. Лучше всех экстерминировать. Клянусь именем Алим Сиви. Подпись ЛФ.
LF. Вот, это единственная пока зацепка из всех, что у меня есть. Вот. Ну, давайте я сейчас тут всех опрошу. И вернусь, когда кто-то что-нибудь интересное скажет. Ну, в этом святилище оказался только еще один NPC. Она мне ничего полезного не сказала. То же самое все. Так что подождал я до 5 вечера и... Посмотрим, скажут ли мне что-нибудь в отделении заката местного святилища. Здесь уже пара NPC у нас бродит. I have a feeling you and I are about to become very close. Да. То же самое. Как они меня любят тут всех. Прям хоть оставайся навсегда с ними. Ну, правда, хранительница святилища не очень их чествует. Говорит, что от них головной боли еще больше, чем от живых. Вот, ну я не знаю. У меня ощущение, что если тут еще остались неопрошенные пилигримы, то они скажут то же самое. Мне надо возвращаться к костям ковыряться, да? Ладно, посмотрим. Вот, есть небольшие хорошие новости. Я, прежде чем продолжать тут расследование, подождал еще до 5 утра, чтобы попасть обратно в святилище рассвета. Обновился у меня журнал. Написали, что прошло 3 недели с тех пор, как я доставил семена паллади. Возможно, стоит вернуться в гильдию магов и проверить. Это имеется в виду квест на доставку 20 образцов 2 разных видов цветов. Вот, все-таки этот квест не сломан. И тут появился скрип. Он меня, видимо, прервал. Да, он меня прервал. Вот, и похоже ничего не остается другого, кроме как снова копаться в действительно костях. На останках ординаторов. Возможно, что-то пропустил там. Возможно. Возможно, я что-то пропустил. Действительно. Мне стоило сказать о том, что нашел эту записку, собственно, хранительницы. Я, конечно, пошел другим путем, я ее хотел ограбить, но на существо это не действует, она со мной заговорила, и вот. Ты нашел записку на ординаторах? Дай-ка взглянуть. Действительно. Это подделка, подписана кем-то с инициалами LF. У меня нет идей, кто бы это мог быть. Покажи лучше эту записку почитателям. Да, глупо, конечно, получилось. Окей. Ну, почитатель, рассказывай. Ты хочешь знать, кто такой LF? Я тебе расскажу. Она однажды была нашей сестрой, но ее преданность леди Азуре была под вопросом. Поэтому мы исключили ее, видимо, из сообщества, так, видимо. Она говорила, что мы потерялись, что леди Азура... Это, видимо, противоположность прославленному кователю времени Сота Силу. Что-то такое. В общем, противоположная какая-то сущность Сота Силу. Она отказывалась улыбаться, отказывалась петь, отказывалась поедать секретные фунги с нами. Поэтому мы ее выдворили. Лариса Фаали ее зовут. Угу. Храм силен в Альмастире. Тебе стоит искать ее там. Окей. Ну, я так и знал, что в Альмастир меня отошлют. Не удивлен. Вот. Ну, как бы то ни было, надо выбираться отсюда. Вот.
Тут я ничего не обнаружил. Ничего спрятанного такого вроде все довольно тщательно осмотрел. Надо будет внимательнее еще посмотреть в гроте. Ну, на всякий случай я тут, пожалуй, сохранюсь под отдельным слотом. Вот. Если я что-то упустил, не стесняйтесь об этом писать в комментариях. И давайте нырять в грот. Выбираться отсюда обратно. В открытый мир. Скриба заспаунил тут вам. Так, у меня есть моя природная билка дыхания под водой. Но я, прежде чем опускаться в подводный грот, хотел бы еще парочку зелий подводного дыхания сварить. Я помню, что можно из жемчуга это делать, но хочу проверить, если еще что-нибудь перепроверить. Гравитация. Хождение по воде есть. Это не то, чего я хотел бы добиться. Ну ладно. Жемчуг плюс водная лилия. Два зелья пойдет. Поплыли. Да, и как-то неудобно вам добираться сюда. А, да, тут же у нас меч. Он у нас целых 30 дней. Не стоит. Так, и впору эти зелья употребить. На 49 секунд. Ну, конечно... Не 120, как у обилки, да, но хоть что-то. Вот ничего в этих ракушках не нахожу. О, сундук. Этого сундука я не заметил, конечно же. $25 монет, ладно. Пойдет. Пять черепов. В этом сундуке я был уже, помню эти 5 черепов. Действие зелья закончилось. Я видел. Эти клетки тоже видел. С беднягами. Так, где она? Вот она. Если что, у меня еще обилка не использована. Кто оставил волшебный топор в трупе, ну? Бестолковые тут ребята какие-то. Убивали вот это все. Вот, мне кажется... Я что-то здесь не досмотрел. Античембер. Черт. Эй, вернись! Сражайся как мужчина!
Потренировал на нем чуть-чуть разрушение. Ну да, это явно то, что мне нужно. Слуга Хаутарма или Хаусарма. Хаутарма. Ключ. Интересненько, конечно. Черт подери. Какие же тут еще обширные. Кузница. Обширные подводные пространства, да, так сказать. Выложен костями мост. Наверное, некромант какой-то тут живет. Ой, бедняги. Проплыву сюда, нет? Да, понимаю, немного занудная тут. Ай. Можно было бы использовать, в принципе, зелье, но я пока его хочу попридержать. Вдруг еще пригодится. Сюда я, похоже, я не могу пролезть. А, могу. Ну, еще бы я смог отсюда вылезти. Ну, я помню первое свое, так сказать, знакомство с подобным гротом. А, ну я вылез. Левитация. Давай возьму. Еще близ Сейданина. Вот я там в этом гроте плавал. Это было... Эта книга мне не очень интересна. Ого. Стенный эффект. Черная жемчужина Хаутарма. Убежище. Черт, ну конечно. Что такие руки вокруг этой раковины. Тут хватает зелий дыхания под водой, я могу даже не торопиться особо. Черт. Не углядел немного. Ну, слушайте, интересно тут плавать, конечно. Ботинки. Угу, здесь я был. Ну и, собственно, думал, пора выплывать. А, ну вот еще. Остальное клеймора не очень интересно. Сундук, 25 монет. Здравствуй, 25 монет. Надо выплывать, в общем. По-моему, все уже изучил. Ну, интересное местечко. А тут что такое происходит? И зелье левитации мне, наверное, недаром подсунули. Но до этого парня я, наверное, смогу и без них дойти. Сюда же левитировать некуда пока особо. Да, ничего интересного. Знаете, я подумал... Ладно, потом свою мысль выражу. О, ха. Вот так, здравствуйте.
Почему ты беспокоишь мир моего святилища, смертное дитя? Пришел служить тебе, можно сказать. Можно напрямую ему сказать, зачем я здесь. Проверяю, нет ли тут чего своровать. Но персонаж интересный. Скажу ему, я здесь, чтобы поговорить с тобой. Мы не равны. Почему я должен тебя слушать? Потому что я уничтожу тебя не очень дипломатично. Можно сказать, я имел в виду, что я пришел служить тебе. Ну давай так, вот. Мне интересно, что можно из этого получить. Ну ты всего лишь дитя. Глупое и какое-то бестолковое. И ты задолжал мне слугу. Но у меня есть для тебя небольшое задание. И ты можешь уладить этот долг. Что за задание? Есть один крестоносец Стендара, который пытается обнаружить мое святилище. Он слабый, как ты. Но если я убью его здесь, другие из этого бестолкового народа придут его искать. А я не хочу всяких таких нарушений моего покоя. Поэтому убей его, пожалуйста. Можно соврать, окей. И можно не соврать, окей. Я не знаю. Пока что я не хочу вступать в противоречие с законом ради каких-то вот всяких личий непонятных, поэтому совру ему. Имя крестоносца Аидра Маламартл. Он остановился в Пир-Илу, наблюдательном пункте, в башне, на север отсюда. Не возвращайся, прежде чем не завершишь это дело, смертное дитя. Или я сокрушу тебя. А теперь кыш. Телепортировал меня. Ничего себе. Каков, да? Отдохнуть часик. Какой? Так, я же правильно плыву? Да. Но он тут действительно неплохо спрятался. Ну и похоже. Быстрое плавание. Этого трупешника я не успел залутать, видимо, да? Похоже, что жемчужинка остается моей. Только... Ну, я, видимо... Я просто не понял, как ее активировать. Ну, то есть, чтобы она активировалась, чтобы ее эффект был. О, череп органианина. Я, наверное, его находил уже, но... Все равно. Все, всплываю. Там дождь идет, да? О, ха-ха! Чудесно! Я выплыл! Так, на север, да? Угу, наверное, понятно. Ну что ж, я думаю, имеет смысл туда сходить. Скорее всего... Это там. Чуть вернуться назад, откуда я пришел.
Так вот, моя мысль была в том, что можно немного еще усложнить себе прохождение, жизнь, да? Всякими ограничениями, но логичными ограничениями. То есть, например, вот я нырял в этот грот, таща на себе 300 фунтов веса и доспехи, хоть и не легкие. Вот, можно сделать условность такую, что я не буду плавать, прежде чем не сниму с себя доспехи и большую часть снаряжения. То есть оставить только там клинок, пару отмычек, скажем, там пару зелий. Ну, в общем, то, что реально было бы с собой утащить, действительно. Так, стоп. Я хотел вообще на самом деле пройти по дороге до туда, но... Видимо, не в этой жизни. Это что? Это то, куда я не хочу залазить больше. Вот, в общем... Как считаете? Стоит таким заморочиться или... Это будет лишняя головная боль? Но с другой стороны, это бы придало, наоборот, интереса, мне кажется. Черт, как сюда... Ладно, не буду заморачиваться. Левитации. Да, в общем, пишите. Это может придать дополнительного интереса. Вот, и я люблю реализм, как вы, возможно, знаете. Ну, то есть в этот грот я бы в таком случае лазил только с парой отмычек, действительно, и парой зелий. Ну и мне, конечно, легче, что я какой магией владею. Да, само собой, свитки надо было бы тогда убрать, потому что они же промокнут, испортятся тогда. Это не то, кстати. Название не то географическое. You may speak. Ну, раз уж я здесь, что привело тебя в Ишру. Если бы у меня были ресурсы, я бы расширил эту башню в могучую крепость, которая могла бы посоперничать даже с храмовским городом Аль-Мастир. Мы могли бы присматривать за старым Велотти, за старой башней Велотти, Вис Ассанут, укрепить ее и построить соединяющий мост между этими двумя местами. Вис Ассанут находится наверху соседствующего острова на юго-востоке. Там монастырь храма, но монахи затворники. Мы никогда их не видели, и я рад, что... Я этому рад. Это место меня пугает. Угу. Ладно, раз уж я сюда пришел, давай поболтаем. Я командую этой башней, понятно. Слухи. Это все слышал уже. Совет. Я немного садится светильник светодиодный. Так, это я слышал. Это я слышал. Предложи взятку, говорит. Хороший совет. Все-таки темный эльф, он даже в свитках темный эльф, да? О, ну чё ты так... Чё ты... Знаете, как быканул, да, на меня? Просто пришел и затолкал меня в угол. Агрессивные какие-то стражники Хлаалу тут обитают. Так, ладно, у меня задача найти локацию. Вайл Квилл Ронда насвистывает здесь. Ну, отсюда хороший обзор, действительно. Тут только... Может, я уже был в этом месте? Говорит, нет здесь симпатичных леди. Наверное, я уже был, она... Вот, наверное.
А, тут еще беда в том, что они не помечаются на карте как локации. Ну, наверное, это там. Ну, Эдгарды, конечно, красавцы те еще. Знаете, это, мне кажется, это самая авантюристская раса из вообще всех в Тамриэле. Посмотри на этот великолепный вид. Видите поля и воду внизу. Послушай этот ветер, который поет его с песни. Давай же, незнакомец, разделим этот момент вместе. Этот воздух прям-таки плотный от вдохновения. Уайлквилл Рондо — это Барт, к твоим услугам. Они называют меня Уайлквилл за мою ветвистую лирику. Не делают никаких ударов и покидают моих соперников смертно. Ну, блин. Ну, видимо, его стихи сражают даже его врагов, что-то в этом роде он говорит. Так, ну про Двемеров он мне ничего нового из того, что я уже знаю, не рассказывать. Ладно, про рабство тоже. Вообще забавно, что именно эти реплики. Да, предусмотрительно, конечно, тут разработчики над ним поставили навес. Потому что было бы глупо, если бы он стоял и любовался под дождем этим всем видом. Ну, конечно, туман все немного делает менее таким красивым, наверное. Но, может быть, его вдохновляют именно такие затуманенные пейзажи, кто знает. Так, ладно, надо тогда возвращаться. Ну, я люблю ходить по дорогам, вы знаете. Прогуляемся немного. Но, похоже, тут без того, чтобы промочить лапы, не обойдется, да? Ну, кстати, знаете, я подумал, у меня же все-таки всякие кольца левитации там есть, да? Я, по идее, могу, если возвращаться вот к этой условности, о которой я говорил, что не плавать, не облегчившись перед этим. Водоем я могу на левитации пересекать. Ну вот грот, это, конечно, да. Грот, по идее, я бы не потянул, таская на себе все это. В принципе, можно, я думаю, сделать такую условность. Я не думаю, что сильно будет она меня напрягать, учитывая вот это вот. Но простимулирует чаще пользоваться такими вещами, да? Кольцо левитации. Возможно, будет даже заряд кончаться у него. Надо будет зелье еще варить. Опять же, стимуляция использования алхимии. Кстати, читерство, смотри. Левитация — это читерство. Так, я пришел к рынку рабов обратно. Ну, ничего страшного, чтобы исследовать этот островок, в этом нет, правда? Ведь... Ну ладно, увидимся вот в этой башне. Ну, решил подойти к ней немного нестандартным путем еще. Тут я, по-моему, не бывал. Ну или нет, вру. Вот тут я нашел высокую эльфийку, которая разбилась. Вот это тоже крипта, да, какая-то? Усыпальница. Да, Севилов. Ух, не хочу, как не хочу я туда лазить. Вот, мне еще подумалось на фоне всех этих размышлений про гробницы, что неплохо продумана вообще вся жизнь Варденфелла, ну, в общем, Моровинда, да, что даже вот подземелья — это не просто какие-то рандомные подземелья, а вот родовые гробницы, например, семей, которые реально существуют. Похоже, это и есть наш клиент. Я тебя не знаю, что ты хочешь.
Ты ведь Ирдо Маламартл? Да, что ты хочешь? Хаутарма. Я убежден, что убежище этого лича где-то в этом регионе. Ну, давай ответим так. Хаутарма хочет видеть тебя мертвецом, но я бы не стал тебя убивать. Ты встречал Хаутарма? Где? Скажи мне, где этот лич? Хаутарма был прав. Вы, крестоносцы, надоедливые ребята. Лучше замочу тебя. Знаете, такой прям соблазн. Конечно, помочь крестоносцу благородное дело, но помочь личу это что-то более оригинальное. Давай. Вы, крестоносцы, надоедливые, лучше убью тебя. За Стендара, умри. Проклятый. Так, ладно, я вообще на самом деле не готов к этой битве. Да, даже музыка заиграла боевая. Видимо, он сильный противник. Так, ладно, что я могу? Давай, зелье восстановления здоровья бахнем. Так, а это, кстати... Когда ты трогаешь жемчужину, ты чувствуешь злое присутствие внутри. Должно быть, это жемчужина, это филактерия лича. Источник его бессмертия. Делать ничего. Угу. Оно как кольцо идет, да? Или как амулет? Похоже, как амулет. Да? Да. Может, на разбитие. Так, что еще можно? Парализовать этого парня можно. Безотносительно. Можно на продажу забрать пару. О, зелья хорошие у него. Сапогов моих императора, кстати. Доспехи такие себе все. Неплохая дубина, но... Блин, таким мерзавцем себя чувствую, но... Я изначально планировал все-таки персонаж, что у меня будет... Как бы это сказать, нейтрально злым или... Ну да, наверное, нейтрально зло, если применять систему Dungeons and Dragons алайментов сюда. Который думает только о своем профите, ну... Мне думается, что Лич на самом деле может больше дать, чем крестоносец, поэтому возвращаюсь к нему. Вот, вы знаете, чтобы не плавать каждый раз туда-сюда, я решил, что неплохо бы воспользоваться магией немножко тут. Кстати, Данмер опять затонул там. Всплывать-то он будет. И поставить метку сюда. Так. У меня, наверное, есть свитки, да? Ну, я помню, что у меня есть магические предметы, но, наверное, у меня еще есть свитки.
Да, вот есть отзыв. Наверное, у меня амулет... Да, амулет маркировки и отзыв. У меня свитками. Ой. Не то. Так, я не понял, сработало или нет? Не сработало. О. Теперь сработало. Хорошо. Так, пару зелий из дыхания под водой сварим. Я уже знаю, как это делается. Где эти лилии? Вот они. Одно получилось. Так. И давайте попробуем, как бы это выглядело все дело, если б я решил... Ну, по логике, мне бы надо было найти место, куда спрятать мой лут, да? Весь вот этот вот, скажем, в кустик. Погнали. Подожди, что, наверное, можно оставить. Ладно, куда-то они там... Хитиновую перчатку, в принципе, тоже. Она легкая. Вот доспехи, это было бы уже неудобно, громоздко. О, как оно неудобно выкладывается все. Вот это все. Лук я бы оставил. Копье выложить, вот это выложить, все выложить. Короче, блин. Тут, наверное, дольше вот... Вот это вот все делать. Сколько же я много таскаю с собой, выходит. Так, какой-нибудь один амулет я бы взял с собой. Наверное, амулет лича вот этот оставлю. Когда-нибудь я случайно его по-любому разобью. Ладно, просто выкладываю все. Так, штаны верни. В штанах, в принципе, можно поплавать, да. Чуть не все доспехи снял. Какая забавная у меня, да? Ашлендерского стиля рубашка. Шапку. Наверное, оставим. Можно. Всякую вот эту вот шляпу в карманах, наверное, можно оставить. Кольца, да? Пара зелий. Какие бы я взял с собой? Конечно же, зелье дыхания под водой. Ну, предположим, у меня есть какой-нибудь мешочек, да, который там завязывается или защелкивается как-то, в котором я вот это все там кольца, отмычки, ключи. Вот свитки по-любому надо все выложить. Все алхимические ингредиенты я бы тоже не стал с собой таскать. Зелье левитации. Ну, бутылки зелий довольно большие. Они бы по логике не поместились. Что-то подобное, да? Вот зелье дыхания, окей, выставляем. Вот, предполагаем, что я выложил также вот эти штуки. Проще предположить, что я их выложил, чем... Без алхимических препаратов я все равно ничего не смогу. Ну и... Мне не хочется, опять же, выкладывать вот это вот все. Понятное дело, что свитки я бы выложил тоже, да, и книги, и прочее. И камни душ, кстати, тоже. Мне просто не хочется с этим возиться. Давно я не видел себя без доспехов. Забавно. Забавный. Вот. Мне сейчас подумалось, что, наверное, проще было бы тогда... Ну, просто снимать доспехи, и щит там, да, оружие. И остальное оставлять, но просто представлять при этом, что я это все выложил, и я не могу этим пользоваться.
И просто, собственно, этим не пользоваться. Аирда мертв. Ты был хорошим слугой, смертное дитя. Я отдам тебе эту книгу. Ты можешь очертить мудрость из нее, видимо так. Или достать. А теперь оставь меня. Таинство червя. Что-то про мини-марка похоже, да? Смотри какой, не хочет ничего больше. Дай хоть посмотрю, что тут у тебя есть. Ступка и пестик, кровать. А тебе она нужна разве? Лечу такому. Обычные всякие зелья. Котел, в котором, конечно же, варятся кости и черепа. Всякие книги сомнительного содержания. Куча пустых флаконов. 2 экземпляра книги сомнительного содержания. Дыхание под водой. Он, хотя, наверное, даже не будет на меня нападать, на самом деле, если у него... Вот, электрическая стрела, смотри. Ля. Ужас Кастла, замка Хир. Разрушение. Это, видимо, как опера написано. Какая-то из Дагерфола или, возможно. Там ребилтовская книжка. Подготовка трупов. Подготовка трупов, том 2. Так, ладно, что за книженцию ты мне дал? Мистерии червя, да? О, заклинание какое-то можно изучить, но у меня не хватает ума для этого. Это лабиринт, смотрите. По-дейдрически что-то написано. Ну, черт его разберет. Он, кстати, что-то рассказывал про рисование. То есть вырисовать мудрость можно какую-то из этого. Ну, видимо, подразумевает заклинание. Ну, так-то с уничтожением его было бы поинтереснее, наверное. Ну, с другой стороны, можно прямо сейчас разбить. Но что мне даст его смерть? Мне проще своровать его филактерию, да, которая жемчужинка, носить на себе, потому что он действительно неплохой артефакт. Убежище 25. Так что... Ну, может, он что еще скажет? Оставь меня в покое, говорит. Что? А, ты опять нарушил мой... А, не-не-не, он говорит, я скучаю по миру и покою, который когда-то у меня был. Что такое, дитя смертное? Все, ничего больше. Ладно, так и быть, в общем. Все, друзья, лайки и подписки, пора уже заканчивать на этом. Такой вот интересный у нас тут житель грота, оказывается. Такой интересный квест, опять же, с множеством вариантов развития событий. Ну, на самом деле, не так уж много, но хотя бы какие-то. Вот, можно пройти было по-другому, но я захотел так. Вот, наверняка бы, потому что пришлось уничтожить эту филактерию, чтобы выполнить квест на крестоносца. Ну, ладно. Как все сложилось, я доволен. Вот. С вами был Сэр Холмс, Тамриэль Ребилд. До встречи в следующем эпизоде.